Всем привет, с вами Кайф Патруль, и сегодня мы прибыли на место Bulletstorm, чтобы выяснить, имеется ли тут кайф, так что задержимся до выяснения обстоятельств. Игру создала студия People Can Fly, на чьем счету Painkiller, Fortnite и Outriders, которую я прошел недавно. Сейчас появится подсказка с этим видео, кликните, если еще не смотрели. Я не являюсь большим фанатом шутеров, но далеко не раз слышал о том, что Bulletstorm нереально крутая, так что давайте разбираться, что же в ней такого. При старте игры интересуются, не завернутся ли наши ушки в трубочку от мата. И так как мы не дети малые, говорим, чтобы дали нам сюда весь лексикон, что имеется. И нас встречает лучшее, на мой взгляд, обучение. На космическом корабле сидит пленник, которого надо допросить. Так что наш протагонист закидывается алкоголем и обучается прицеливанию. А потом и пинку, которым мы отправляем заложника в отсек для выброса мусора. Слушаем одну из многих хороших шуток. Barely. Мы пытаемся разнести огромный корабль с генералом Сирано на борту. Но так как мы сами находимся в космической шлюпке, не все идет гладко. Во флешбеке нам объясняют, что когда-то ребята были топовыми наемниками, но на одной из миссий узнали, что убили не террориста, как им сказали, а журналиста, на компьютере которого лежат материалы по всем миссиям, и оказывается, что все их цели были невинными людьми, а этот генерал Сирано погряз в коррупции. Выйдя на связь, он ничего не стал отрицать, так что наши бравые ребята решают уволиться прямо с задания. Возвращаемся в реальность и узнаем, что нашего товарища немного разобрало на запчасти, так что надо срочно его спасать. Для чего нужно запустить суперсварку, что невозможно без батарейки, так что за ней и бежим. Еще во флешбеке мне показалось, что никакого импакта от оружия не ощущается, а пока бегали за батарейкой, я понял, что не казалось. Здесь отлично сделали вес персонажа. Брутальный пинок, отличное подтягивание, до которого мы еще дойдем. Ловушки для всего этого и крайне странную стрельбу. Враги впитывают немало урона, попадение пуль в них вызывает лишь микростан, что довольно печально для шутера ураганного и брутального. Обзаводимся хлыстом, которым можно подтягивать врагов, лутаем батарейку и наконец превращаем нашего разобранного друга в целикового киборг-убийца. Мы лишаемся некоторых членов команды, а так как в мозгу напарника теперь биопроцессор, он может брать нашего Иши под контроль, так что периодически он будет говорить и творить некоторое дерьмо от имени хладнокровного компьютера, желающего выжить. Узнаем, что генерал Сирано жив, и чтобы до него добраться, теперь уже с целью вместе с ним сесть на спасательный корабль и выжить, идем по координатам некой Тришки, работающей на него. И пока мы идем, обсудим, что сделали разработчики. За ликвидацию врагов вы получаете очки. В первый раз за любое новое убийство вы получаете много очков. Что забавно, все ваши фраги игра комментирует текстом на экране. И, например, если вы аннигилируете врага, прострелив его задницу, игра назовет это весьма необычно. В дальнейшем откроется некоторое количество пушек и сильные выстрелы для них. Также разблокируется удар хлыстом. Можно будет убивать врагов, бросая их на ловушки или уничтожая рядом с ним взрывные объекты. А очки можно потратить на улучшение оружия и покупку амуниции. Довольно интересный ход. При этом даже в игре эту механику лорно объяснили. Типа капитализм, все дела, и продуктивные наемники получают очки и вооружаются. А хреновые наемники, видимо, дерутся палками и камнями. А еще вот. С одной стороны, у вас не отнимают управление, чтобы что-то показать, но если вам интересно или вы хотите получить дополнительные очки, то можете смотреть самостоятельно, за что игра вас вознаграждает. Ребята прямо-таки старались сделать уникально и интересно. Аннигилируя все сущее, мы добираемся до макета города, и приятно, что разрабы старались в разнообразии. Мне вообще нравятся места, где в сравнении с объектами вокруг можно ощутить себя огромным или крошечным, и смотреть на те же локации совсем другими глазами из-за изменения собственного размера. Тут же нам под управление дают Мехагодзиллу, и очень круто, что просто ради одного уровня ребята запилили уникальную механику, которая дальше в игре не используется. Просто фан ради фана. Единственное, что все это омрачило, это то, что летающие враги далеко не раз меня завалили, а чекпоинт в этом месте стоит крайне негуманно, и весь сегмент приходится начинать сначала. Сразу напомнила о себе моя горящая жопа от отвратительных чекпоинтов в Outriders. Видимо, это фирменный стиль People Can Fly. Дальше начинаются быстрые враги, которые могут уворачиваться от вашего кнута и пинков, что неплохо так роняет градус брутального уничтожения врагов. Может, со мной что-то не так, но от игры с названием Bulletstorm я ожидал бури пуль, шквального огня, града пуль, чего угодно с динамикой нового Doom.
А тут начинаются ребята, которые уворачиваются от навыков, заносят немалый урон, и местами Bulletstorm превращается в чуть ли не позиционный шутер. А дальше мое любимое. Вот любили во времена третьей плехи добавлять такие фишки в игру. За то, что в этот раз управление этими пулями происходит не гироскопами, низкий поклон. Выглядит, конечно, эффектно, но, как я и говорил ранее, руинит динамику. И вот, наконец, мы воочию видим Тришку. Сильную и независимую воительницу. Настолько сильную, что в драках ей достаточно техники бесконтактного боя. Блин, ну серьезно, почему модельки не соприкасаются? Я еще могу понять, почему так делают в кино. Все-таки не пристало актерам вечно побитыми ходить. Но тут-то что? Может и пули до врагов не долетают, а в титрах есть надпись, что при создании игры ни одна моделька не пострадала? Ладно, фиг с ним, идем дальше, все вместе. Но каждый показывает, как недоволен этим временным союзом. А Киборга к тому же периодически накрывает мыслями, что он злая машина. Это еще сыграет свою роль. Вот этот босс. Абсолютно несложный, но крайне долгий. Сначала сносим ему все хп и ломаем корни. Не успели за раз, повторяем до победного. Но и это еще не все. Без корней он запрыгнет на потолок, и надо снова сносить ему все хп. А после упадет на пол, и вам предстоит отстреливать каких-то червей. Тут так же, как с корнями, повторять до победного. Под конец он еще разок, так сказать, для закрепления запрыгнет наверх, чтобы в очередной раз потерять все здоровье. Вот так вот увлекательно. Игра подсыпает новый вид врагов – мутантов. И с ними все не так однозначно. Я играл на PS5, а ребята эти нормально разбираются только если бить по светящимся слабым точкам. Иначе могут впитывать небывалое количество урона. А как вы понимаете, на стиках не так удобно выцеливать слабые точки, так что мутантов проходил на удачу. Понравилось место, где вертолет упал, а лопасти продолжают крутиться. И вы можете пинком отправлять врагов в мясорубку, но на случай, если вы не догадались этого сделать, то выскочит мини-босс, которого только так и можно убить. И правильно, чего хорошей задумки пропадать. Тут узнается, что Тришка дочь того самого репортера из флешбека. Мы объясняем, что враждуем с Сирано из-за его причастности к людским смертям. Но умолчали, что именно мы ее отца и завалили. Она в свою очередь рассказывает, что поступила на службу к Сирано, чтобы найти тех, кто убил ее батю. На мой взгляд, просто отлично проработана химия между персонажами. Тришка вначале относится к нам максимально холодно, но в ходе сюжета потихоньку проникается к нам. Вот мы несколько раз спасаем ее шкуру, и уже она при новой опасности орет нам «берегись». И это не в срежиссированной катсцене, а просто по ходу игры. Приятное внимание к мелочам. Встречаем генерала, который скидывает Тришку куда-то вниз и рассказывает, что на этой планете скоро взорвут ДНК-бомбу, которая затронет только все живое, а постройки останутся целы. И к этому есть очень большой вопрос. А не запоздали ли ребята с бомбой? Ведь тут уже супер много разрушений, логично было бы использовать ее, когда на планете хоть что-то уцелело. Бомбу взорвут через 2 часа, а спасательный корабль прилетит через 3. И же понятно, что мы никак не успеем, так что надо отключить бомбу, чтобы выжить. Тут узнается, что самое ультимативное оружие в игре – это снайперка. Не можете кого-то сложить? Достаньте снайперку и покажите, кто тут папа. Или мама, как вам больше нравится. Да даже если вы себя идентифицируете как боевой вертолет Апачи, флаг вам в руки, снайперка лишней не станет. На планете черной работой занимались каторжники за уменьшение тюремного срока. Тут были гамма-фильтры, которые защищали мир от бурь, но генерировали токсичные отходы, которые хоронили под землей в городе каторжников. Зэки решили уничтожить фильтры, ведь нет фильтров, нет отходов, забыв о назначении фильтров напрочь. Из-за токсичных отходов мы и встречаем всех этих мутантов, а на борту Одиссеи, корабля генерала, была та самая ДНК-бомба. Поэтому мы его здесь и встретили. Несмотря на то, что тут упор на зрелищный и брутальный шутер, кучу мата и юмора, приятно, что игра объясняет, что тут из-за чего, и все вполне логично. А это прямо-таки нонсенс для такого рода игр. Эти разговоры с генералом достойны того, чтобы даже ради них одних пройти эту игру. Hear that, Ishii? Trudging through that radioactive goo mutated our good general into a giant pussy. Проходим комнату, в которой взрывоопасный газ, и стрелять в ней нельзя. Опять же, разнообразие, и это приятно. Добираемся до бомбы, и генерал говорит, что мы будем вводить код, пока он в это время нажмет кнопку в другой комнате. И вы не поверите. Нет, ну серьезно, знаете что? Он нас обманул. Вот это да, вот это поворот. Лживый, коррумпированный, своевольный и хитрый тип при власти надул наемников, когда-то работавших на него. Вау!
Странно, что ребятам это в голову не пришло. Понятно, почему они наемники, а не ученые. По итогу мы не деактивировали, а наоборот, запустили бомбу. Из запертой комнаты нас спасает Тришка. Ну конечно же она жива, не удивляйтесь. Прорываясь через толпы врагов и элитных бойцов генерала, добираемся до последнего. Он говорит Тришке, что именно мы убили ее отца, и вот этот момент я вообще не понял. Stop this. Think. Какого хрена ГГ не говорит ни слова? Его эмоции и жесты, конечно, говорящие, но выглядит так, будто реплика здесь должна была быть. Генерал берет нашего киборга под свой контроль, и тот почти нас убивает. Но мы, нарутотерапией, возвращаем его в сознание. Machine. You can break control. You can beat the AI. I cannot. I cannot stop it. Do not make me do this. I don't hold you accountable. All right, Gray. Правда, это ему не помогает, он проигрывает генералу в рукопашном и ловит маслину. При помощи QTE красиво побеждаем Сирана. Да, вы не ослышались, главгаду мы можем дать люлей только в QuickTime ивенте. Почему-то наш герой решает, что плечо, проткнуто арматурой, это смертельная рана. Но как бы не так, и нас спускают с корабля на землю за такие заблуждения. И нам надо на него обратно прорваться. В этом моменте я уже начал уставать от перестрелок в данной игре, поэтому стал максимально активно пользоваться хлыстом и пинком, дабы отправлять всех на шипы и быстро пройти до конца. Благо тут сегмент короткий. Добираемся до корабля и улетаем на спасательной капсуле. ДНК-бомба взрывается и нам показывают задел на сиквел. Вернее, дают послушать, ведь перед нами черный экран. В нем мы узнаем, что... God is dead. А также, что генерала и нашего друга киборга заштопали. Ну и все. Занавес. Что хочется сказать. Кайф тут однозначно есть, ребята сильно старались в разнообразии, и это у них получилось. Да, в некоторых местах, включая управление, чувствуется, что это игра своего времени. К концу игры надоедают перестрелки, но то ли так совпало, то ли разработчиками это было просчитано, что она тут же и кончается. Судя по тому, что последний проект данной студии был Fortnite, мы, к сожалению, не увидим продолжения. Что ж, черканите, что думаете, жмякайте там на все необходимые кнопки, и до встречи в новых видео.